BTS – главная поп-группа планеты. Миллионы преданных фанатов по всему миру, полностью раскупленные за считанные минуты стадионы, исторические выступления на Грэмми и миллиарды прослушиваний на стриминговых платформах. Сегодня их имена знает каждый, а их влияние на мировую культуру сравнивают с успехом легендарных The Beatles. Глядя на эту идеальную картину, кажется, что путь семерых парней из Южной Кореи был абсолютным безоблачным триумфом, предрешенным самой судьбой. Но за этой ослепительной глянцевой витриной скрывается обратная сторона, полная боли, жесточайшего давления и глубокого отчаяния. Мало кто из обычных зрителей знает, сколько раз эта красивая сказка могла закончиться навсегда, так и не успев толком начаться. Они были в одном шаге от полного распада. Парни буквально собирали свои чемоданы, плакали в закрытых комнатах общежития, страдали от панических атак и искренне хотели вернуться к своей прошлой, обычной жизни, где не было этого невыносимого груза ответственности. В истории группы было несколько критических точек, когда будущее всего коллектива висело на волоске. Каждый из участников BTS пережил свой собственный, глубоко личный переломный момент, когда кричать от бессилия хотелось сильнее, чем петь на сцене. И сегодня мы погрузимся в те самые темные дни, когда они по-настоящему хотели все бросить и уйти. Чтобы понять масштабы их внутренних кризисов, нужно вернуться в самое начало, в мрачные и неопределенные годы стажерства. И первая история связана с человеком, без которого сегодня невозможно представить главную танцевальную опору группы. Это Чон Хосок, известный всему миру как J-Hope. На сцене он излучает бесконечный позитив, свет и энергию, за что фанаты справедливо называют его своим солнцем. Но именно Хосок стал тем единственным участником, который не просто думал об уходе, а действительно официально покинул группу еще до ее дебюта. В те годы парни жили в крошечной, тесной комнате, тренировались по 12-14 часов в сутки и постоянно подвергались жесткой критике со стороны наставников. Будущее казалось туманным, а маленькое агентство Big Hit Entertainment находилось на грани банкротства и не могло гарантировать, что группа вообще когда-либо выйдет на сцену. В какой-то момент психологическое и физическое давление сломало юного танцора. За занавесом бесконечных тренировок Хосок почувствовал, что больше не может отдавать всего себя проекту, у которого нет четких перспектив. Он принял тяжелое решение, собрал свои немногочисленные вещи и уехал на автобусе обратно в родной город Кванджу, решив навсегда отказаться от мечты стать айдолом. В тот день группа фактически развалилась на части, ведь Хосок был лидером танцевального направления и связующим звеном между всеми стажерами. Именно в этот критический момент проявилась невероятная интуиция и сила духа Ким Намджуна. Будучи лидером группы, РМ пошел наперекор обстоятельствам и направился прямиком в кабинет руководства агентства. Он твердо и решительно заявил продюсерам, что BTS не смогут существовать без Чон Хосока, и если они хотят выпустить успешный коллектив, Хосока нужно вернуть любой ценой. Но одних слов лидера было мало. Решающим фактором в этой истории стали эмоции самого младшего участника. Чонгук, который в силу возраста видел в старших парнях свою единственную семью в чужом Сеуле, воспринял уход Хосока как личную трагедию. Юный Чонгук плакал навзрыд, звонил Хосоку и буквально умолял его вернуться обратно в общежитие. Этот искренний плач ребенка, доверившего свою жизнь старшим товарищам, растопил сердце Хосока. Он понял, что едет в Кванджу не от трудностей, а от страха, и что он не может предать парней, которые стали ему братьями. Хосок вернулся, и группа была спасена в первый раз, но впереди их ждали еще более суровые испытания. 제 역에 또 이제 2014년이 이제 끝이 나고 있는데, 참 12월, 그 한 해의 12월이 되면 정말 많은 생각이 든다. 이제 많은 생각이 든다. 가끔은 한 번쯤은 난 내 자신을 한번 놔보고 한번 푹 쉬어볼까라는 생각도 든다. 왜냐면 요즘 되게 머릿속이 뭔가 복잡하다. 그거를 이제 엄마한테 이야기를 했는데 엄마가 그러려면 한 번쯤은
한 번쯤은 네 자신을 한번 놔보고 푹 쉬어보는 게 어떻겠냐 라고 말씀을 해주셨다. 그러면 그 말을 듣고 나도 나 한번 좀 쉬어볼까 라는 생각도 들고, 근데 또 연말이니까 정신이 없다. Понимаю. Ты и я были на грани увольнения. А я уже ушел. А я помню, как Чонгук плакал, когда я решил уйти. Ты сказал, что уходишь. Обнял Чонгука, и вы плакали вместе. Ты бы не сделал этого, если бы я ушел. А я могу это сказать теперь, но я разговаривал с парнями. Я сказал им, что нам нужен Чонг Хасок. Точно, ты все повторял, что нам нужен Хасок. Мы не сможем этого сделать без Чонг Хасока. Я очень сильно старался, чтобы убедить их. Я вернулся, потому что я доверял вам, ребята. Мы работали вместе долгое время. Ты вернулся ради нас? Да, потому что вы были там. Я не хочу думать, что бы произошло, если бы его не было. Да, катастрофично. У нас были бы проблемы. Я даже думать об этом не могу. 연습을 했었어요. 그때만 해도 거의 2년 넘게 친구들과 생활을 했었고, 그래서 이제 그 상황 속에서 사실 저도 이제 고민을 했었던 거죠. 이제 저의 진로도 있는 거고, 다른 회사를 선택을 해서 데뷔를 할까, 아니면은 그냥 원래 기존에 있던 회사로 돌아가서 친구들과 같이 할까. 근데 너무나도 답은 명확하게 나오더라고요. 그냥 어떻게 보면 친구들 믿고 간 거예요. 그것이 더 제 마음을 편안하게 해주는 그런 게 좀 있는 것 같더라고요. 그래서 회사도 신경 안 쓰고 그냥 오직 그 친구들, 그 6 친구들만 보고 간 거죠. 근데 갔는데 확실히 제 자리를 찾은 듯한 느낌이 들더라고요. 어떻게 보면은 제 인생에서 가장 정말 운명적인 선택을 한 순간이 아니었나라는 생각이. 두방탄, 디얼 지민, 디얼 슈가, 디얼 보이, 홈페이지에는 나한테 보내는 메시지가 없다. 괜찮아, 잘 될 거야. 남자는 너무 반해. 감사합니다. 너무 Пока одни боролись с неуверенностью в будущем, другие вели ежедневную войну за физическое выживание. Мин Юнги, подаривший миру глубокий и дерзкий рэп под именем Шуга, всегда производил впечатление самого хладнокровного, прагматичного и эмоционально стойкого участника. Однако за его маской безразличия скрывалась ужасающая реальность первых лет жизни в Сеуле. У его семьи не было денег, чтобы поддерживать его, а у маленького агентства не хватало средств даже на нормальное питание для своих стажеров. Чтобы просто выжить, оплачивать учебу и покупать еду, Юнги был вынужден тайно от руководства устроиться на работу курьером по доставке еды в ночную смену. Днем он до изнеможения тренировался в агентстве, а ночью садился на скутер и развозил заказы по темным улицам города. В один из таких дождливых вечеров произошла трагедия. Юнги сбила машина, он получил тяжелейшую травму, сильно повредив плечо. Первой мыслью парня в тот момент был не страх за свое здоровье, а панический ужас перед тем, что его выгонят из группы. В жестокой индустрии кей-поп стажер с серьезной травмой – это обуза, от которой избавляются без сожалений. Юнги принял опасное решение скрыть аварию. На протяжении долгого времени он выходил на тренировки, превозмогая дикую парализующую боль, маскируя свои страдания перед хореографами и другими мемберами. Но физическая боль начала порождать глубокую депрессию. Оказавшись на ментальном дне, чувствуя себя беспомощным и сломленным, Шуга всерьез решил забрать документы, бросить музыку, к которой стремился всю жизнь, и вернуться в родной Тегу. Ему казалось, что его тело разрушено, а мечты недостижимы. Когда скрывать травму стало физически невозможно и правда вскрылась, руководство агентства поступило неожиданно. Они не стали его выгонять, а полностью оплатили дорогостоящее лечение. Однако этот переломный момент оставил глубокий шрам в душе Юнги. У нас была там комната. Ты упал с лестницы и повредил плечи. А я сказал тебе, что упал с лестницы. Но на самом деле я попал в ДТП. А, точно, ты говорил нам. А я попал в ДТП. Правда? Как? Это упоминается в твоей песне. А это часть лирики в The Last.
Я занимался доставкой, когда меня сбили. Бам! Я открываю глаза и вижу, что тут колесо прямо перед глазами. Но это было опасно. Меня забросило под машину. На следующий день я не мог двигать плечом. Оно уже вышло из строя, и все стало еще серьезнее. А вот почему ты упоминаешь это. Если бы я попал под машину полностью, ты перестал заниматься брейкдансом после этого, да? А агентство знало? Не знало, конечно. Я не говорил им. Я думал, они выгонят меня, если я скажу им. Я повредил плечо, работая доставщиком. Я сказал им, что я честно не хочу продолжать. И я помню, как они сказали мне, что они подождут. Они попросили меня попробовать еще раз. Я помню это. Так что я сказал им, что попробую. А вот так они решили оплатить мой университет. Я очень волновался по этому поводу. Ну, знаете, о моей плате за обучение. Моя семья не могла этого себе позволить. Они сказали мне, что я должен был сказать им раньше об этом. Что они помогли бы мне, если бы я сказал им раньше. Поэтому я... Так вот о чем ты говорил. Я был без понятия, что означало цепляться за сломанное плечо. Я перестал заниматься спортом сразу после этого. А теперь понимаю. Ты и я были на грани увольнения. А я уже ушел. По ней судьбы я перенес операцию на плече из-за Black Swan Eon. И у вас с самого начала было больное плечо? Да. В Black Swan есть такое движение. Знаешь, каково это в туре? Неважно, насколько зафиксируешь плечо или будешь его лечить, или приложишь лед, оно все равно будет болеть. На гастролях я делал снимки плеча в каждом городе. Не приходилось делать уколы, а потом во время всех этих концертов и всего остального в промежутках мое плечо просто отказало. На протяжении многих лет после дебюта, каждый раз, когда обострялась боль в плече, его посещали мысли о том, что он сделал неправильный выбор и долго так протянуть просто не сможет. Параллельно с этим внутри коллектива зрела другая драма, связанная с невероятной неуверенностью в собственных силах. Пак Чимин пришел в агентство самым последним из всех участников, и у него оставалось меньше всего времени на то, чтобы доказать свое право быть в финальном составе. До прихода в Big Hit Чимин был лучшим учеником в школе искусств по направлению современного танца. Его тело было обучено плавным, классическим, балетным движениям, но хип-хоп хореография BTS требовала совершенно иной пластики, резкой, жесткой и агрессивной. Переучиваться приходилось в условиях жесточайшего дефицита времени. Напряжение было настолько высоким, что Чимина исключали из состава будущей группы 8 раз. 8 раз совет директоров и тренеры говорили ему, что его навыки не соответствуют концепции группы, и просили его собрать вещи. Каждое утро Чимина начиналось со страха, что этот день станет его последним днем в Сеуле. Пытаясь доказать всем свою профпригодность, он довел себя до крайнего физического и ментального истощения. Чимин спал всего по 2 часа в сутки, проводя все оставшееся время в темном танцевальном классе перед зеркалом. Его ноги были стерты в кровь, а из-за жестких изнурительных диет, которыми он пытался довести свою внешность до сомнительных стандартов красоты, он часто терял сознание прямо во время репетиций. В такие моменты, лежа на холодном полу студии, Чимин чувствовал абсолютное опустошение. Чужие сомнения глубоко ранили его, и он неоднократно ловил себя на мысли, что, возможно, критики правы. Он хотел опустить руки, признать свое поражение и уйти, потому что чувствовал, что его усилий никогда не будет достаточно, чтобы встать в один ряд с остальными парнями. 연습생 생활을 정말 짧게 했는데 한 8번 정도 잘릴 뻔했죠. 제가 한 15번 정도. 데뷔 전날 잘릴 뻔한 거 아니었어? 저를 반대하시는 분들이 굉장히 많으셨었는데 영상수련단은 저로 인해서 완성된 것이 아니겠습니까? 유민이 형은 거의 잠을 거의 안 잤었던 거예요. 진짜요? 누구보다 일찍 일어나고 누구보다 늦게 잤었어요. 야, 그러면 보통 몇 시에 자서 그 당시에는 몇 시에 일어났습니까? 4시까지 하고 이제 6시 반쯤에 일어나서 막 힘들지 않아요? 그때는 안 힘들었었던 것 같아요. 이게 아버지한테 달에 한 번씩 전화하면서 안 될 수도 있다. 근데 실망만 하지 마라. 제가 여기서 떨어져도 뭘로든 제가 해낼 테니까 너무 실망만 안 하셨으면 좋겠다면서 막 몸이 힘들다고 느끼진 않았어요. Схожее чувство неполноценности, но в совершенно другом русле, испытывал самый старший участник группы Ким Сок Джин. Джин никогда не мечтал о карьере айдола и не планировал связывать свою жизнь с музыкальной индустрией. Он был обычным студентом университета, учился на актерском факультете и грезил о ролях в кино.
Его заметили представители агентства прямо на улице, исключительно благодаря его яркой, привлекательной внешности. Попав в общежитие, Джин оказался заперт в одном пространстве с гениальными подземными рэперами и профессиональными уличными танцорами, которые занимались этим с самого детства. Сок Джин почувствовал себя абсолютно чужим среди своих. Он не умел профессионально петь, у него не было чувства ритма для сложной хореографии, и каждый шаг давался ему с невероятным трудом. В первые годы после дебюта на группу обрушилась волна хейта, и Джин стал одной из главных мишеней для злых языков. Антифанаты открыто называли его «визуалом без таланта», бесполезной декорацией, которая находится в группе только ради красивого лица. Эти слова глубоко ранили Сок Джина. Он искренне верил, что своей слабой подготовкой тянет остальных, невероятно талантливых парней на дно, отнимая у них шанс на успех. Джин испытывал колоссальное чувство вины перед мемберами. Мысль о том, что ему нужно уйти, расторгнуть контракт и вернуться к спокойной актерской карьере, чтобы не портить репутацию группы, посещала его голову регулярно. За его широкой улыбкой и шутками на камеру скрывался глубокий кризис самоидентификации и постоянный страх оказаться лишним. Все эти внутренние демоны, накопленная усталость и давление индустрии, долгое время копились под крышкой кипящего котла. В 2013 году, спустя 2 года стажировки, Джин наконец дебютировал в качестве субвокалиста BTS. Но после недолгого счастья, после его дебюта, деятельность его была еще более сложной, чем во время его подготовки. После своего дебюта Джин был настолько загружен, что пел даже во время сна и продолжал извиняться во сне, потому что даже во сне он продолжал репетировать и извиняться. Также в заглавном треке дебюта No More Dream его критиковали за неуклюжие танцы. Хотя у него были тренировки, и он работал по 10 часов в день более 2 месяцев, он все равно сильно страдал от этого. Кроме того, и RM поначалу не умел танцевать, поэтому они с Джином получили прозвище «Два крыла BTS». Когда фанатам будет скучно, я что-то попробую и дам им посмотреть что-то другое. А в актерстве и подобном я вообще не заинтересован. Значит, ты отпустил мысли об этом, хотя эта тема ведь всегда летала в воздухе? Ну, несколько лет я держал эту мысль у себя в голове, просто я думал о том, что время для этого неподходящее. И, наверное, впредь буду думать, что это время еще долго-долго не настанет. Счет возможности карьерного роста. Я всегда думал о том, что нет особой причины делать это, если это будет не вместе с мемберами. Для меня, наверное, не так уж и важна сольная карьера. Если я сделаю что-то, то это будет для группы. Группа росла, их популярность стремительно выходила за пределы Южной Кореи, но вместе со славой росла и тяжесть их ноши. И вот в 2018 году наступила главная, самая страшная кульминация в истории BTS. К этому моменту они уже стали авторами исторических рекордов, вошли в топ американских чартов и начали зарабатывать миллионы. Со стороны казалось, что это пик их счастья и абсолютного успеха, но именно в начале 2018 года внутри группы произошел тектонический сдвиг, который едва не стер BTS с лица земли. Этот кризис был связан с тотальным выгоранием. Невыносимый, расписанный посекундно график, бесконечные перелеты из одной точки земного шара в другую, полное отсутствие личной жизни и круглосуточное преследование со стороны безумных фанатов и прессы превратили их жизнь в золотую клетку. Парни перестали принадлежать самим себе. На них смотрел весь мир, и любая, даже самая мелкая ошибка могла разрушить не только их карьеры, но и репутацию всей страны, которую они теперь представляли на мировой арене. Этот груз ответственности оказался неподъемным. Особенно сильно этот кризис ударил по Ким Тэхёну, известному как Ви. Всегда эксцентричный, творческий и свободолюбивый, в 2018 году он погрузился в глубочайшую депрессию. Позже он признавался, что просыпался по утрам с одной единственной мыслью – он не хотел открывать глаза. Тэхён плакал в одиночестве, чувствуя, что превращается в бездушного робота, выполняющего команды менеджеров. Его ментальное здоровье было разрушено настолько, что он был готов отказаться от всех денег мира и всемирной славы, лишь бы вернуть себе право на обычную человеческую жизнь и покой. Он серьезно говорил с парнями о своем уходе, так как чувствовал, что его внутренний ресурс исчерпан до самого дна.
В начале того рокового года участники BTS собирались в закрытых номерах отелей во время зарубежных туров и часами, со слезами на глазах спорили о своем будущем. На повестке дня стоял один главный вопрос. Стоит ли им официально объявить о распуске группы прямо сейчас, находясь на самой вершине, пока эта индустрия окончательно не уничтожила их психику и В здоровье? этой сцене на ум мне приходит 18-й год. Это было самое тяжелое время в моей жизни. Верно. BTS! BTS выиграли 5 наград на «Мама» 2018. В начале года мы так сильно боролись эмоционально и физически. Мы даже думали о распаде. Но я так благодарен нашим мемберам, которые помогли нам собраться всем вместе. Ви много плакал в тот день. Я никогда не говорил этого раньше. Люди не знали, почему нам было так трудно, или почему мы так сильно боролись. И нет никого, кто может это понять. Много моментов выгорания. Верно. Когда эти моменты настигли Тэхёна, мы много говорили о том, как мы сгорели. Пошли в Билборд и на Ама. Но в то время все мы думали, ну и что с того, что результаты хорошие? Почему мы должны так сильно вредить себе в погоне за результатами? Это были мои мысли, когда я был измотан. Просто я был истощен. Верно. Я был так измучен. Я так много думал о том, чтобы взять хотя бы один выходной. Я так устал, я хотел бы хотя бы один день, чтобы ничего не делать. В 2018 году, после того, как мы сняли клип Fake Love, я был настолько измотан, что спросил, с завтрашнего дня у нас только танцевальная практика. Можно ли нам взять выходной? Это не были легкие недопонимания, это были серьезные взрослые разговоры о конце эпохи. Они были измотаны, опустошены и не видели выхода из этого бесконечного круга обязанностей. 일단 계획이 분명 다 돼 있었던 게 한순간에 무너져 버리니까 이게 제 스스로도 갈피도 못 잡고 좀 뭔가 놓아버리고 싶었던 때가 진짜 있었어요. 근데 확실히 저희 팬분들이나 아니면 옆에 있는 멤버들 보고 좀 다시 힘을 내게 되더라고요. 일단 О том, насколько близко группа подошла к пропасти, мир узнал лишь в конце года на культовой музыкальной премии «Мама» 2018 в Гонконге. BTS забрали главную, самую престижную награду «Артист года». Поднявшись на сцену под оглушительный рев многотысячного зала, парни выглядели непривычно серьезными. Когда микрофон взял Джин, его голос задрожал, а по щекам покатились слезы. Он открыто на весь мир произнес слова, которые заставили замолчать миллионы людей у экрана. Мы столкнулись с эмоционально сложными временами. Мы даже говорили о том, стоит ли нам расформироваться. Но мы вновь собрались вместе и мы смогли увидеть очень хороший результат, который стал для нас исцелением. Я так благодарен своим мемберам за то, что они остались сильными. И я бы хотел сказать им спасибо за то, что делятся любовью друг с другом. Я хочу поблагодарить вас, армия, за то, что вы любите нас. Спасибо вам. Спасибо вам. В начале этого года мы были истощены ментально. Мы много разговаривали друг с другом и даже думали о том, чтобы распустить группу. В этот момент в зале повисла шоковая тишина. На экранах крупным планом показали Ким Тэхёна, который после этих слов буквально разрыдался навзрыд, не в силах сдерживать накопившуюся за год боль. Его трясло от слез, и Чонгуку пришлось обнять его, чтобы удержать на ногах. Это был момент абсолютной, обнаженной искренности, когда весь мир увидел, какую чудовищную цену эти 7 парней платили за свой статус главных звезд планеты. Но почему же, находясь на краю этой бездны, имея все легальные основания закрыть эту главу и уйти на покой богатыми и знаменитыми, они все-таки решили остаться? Ответ кроется в той уникальной связи, которую они смогли выстроить за годы совместных страданий.
В те самые темные ночи 2018 года, когда чемоданы метафорически снова стояли у двери, они посмотрели друг на друга и поняли одну простую вещь. Никто в этом мире не поймет их боль так, как человек, сидящий напротив. Ни родители, ни друзья, ни фанаты не знали, через какой персональный ад прошел каждый из них. Они были связаны не просто контрактом с агентством, они были связаны общей судьбой. Парни приняли решение остаться не ради денег, наград или новых рекордов в чартах Billboard. Они выбрали друг друга, они решили перетерпеть эту боль вместе, разделить этот невыносимый груз на 7, чтобы каждому досталось чуть меньше. Они пересмотрели свои контракты, потребовали у агентства изменить условия работы, дать им больше времени на отдых и восстановление, и самое главное, они пообещали друг другу идти до самого конца, держась за руки. Этот переломный момент не сломал их, он закалил их, превратив из просто успешной музыкальной группы в настоящую монолитную семью, которую больше невозможно разрушить никакими внешними обстоятельствами или внутренними кризисами. История BTS — это не хроника легкого успеха и везения. Это история о невероятном упорстве, о днях, полных слез, сомнений и желания все бросить. Каждый раз, когда вы видите их счастливые улыбки на сцене стадионов, помните, что за этими улыбками стоят годы борьбы с собственными слабостями, страхами и общественным давлением. Они доказали всему миру, что переломные моменты и минуты слабости бывают абсолютно у каждого, даже у самых сильных и успешных людей на планете. И самое главное в такие моменты — найти в себе силы, не опустить руки, довериться тем, кто идет рядом, и сделать еще один шаг вперед, навстречу своей судьбе. Они остались, чтобы изменить историю мировой музыки, и их путь продолжается несмотря ни на что. Если вам понравился этот глубокий разбор истории парней, обязательно дайте знать в комментариях. Напишите, какая из историй участников тронула ваше сердце больше всего, и знали ли вы о том, насколько близко группа была к распаду в 2018 году. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить новые подробные истории из мира музыки и кей-поп. До встречи в следующих видео. Сейчас будет наше последнее выступление. Нет, не то, простите. К сожалению, сейчас будет наше последнее выступление. Нет, не то, простите. Стойте, не последнее. Извините. Просто я переволновался. Мы только что вернулись, какое последнее? Спустя 4 года последнее? Извините. Ну ладно, все только начинается. Но, как вы знаете, каждый день мы готовим наш большой концерт. И, кстати, из-за этого наш лидер и покалечился немного. Да, хотели показать суперсложную хореографию. Мы ждали тройной тверк, надо было его сделать.